Прошедший год дает нам основания для оптимизма. Этот лозунг, который явился лозунгом сегодня пресс-конференции, нахожу чрезвычайно удачным. Прежде всего потому, что страна впервые отработала по новому порядку по лечению больных туберкулезом в Российской Федерации, который был принят в конце 2010 года. С другой стороны, была создана Ассоциация фтизиатров России, и в нынешнем году, в октябре, состоится ее первый съезд, на котором подведем первые итоги нашего общественного движения по консолидации всех теоретических и научных и практических сил по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации. В этом году было реализовано несколько целевых научных тем, которые завершились подготовкой новой концепции этиологической диагностики туберкулеза в Российской Федерации. Подготовлена принципиально иная инструкция по лечению туберкулеза больных в Российской Федерации. Созданы предпосылки для реализации концепции создания медико-социальной службы для пациентов, которым сегодня нельзя помочь. К сожалению, есть и такой контингент, который призван выполнять роль социальных изоляторов, если хотите, для того, чтобы прекратить их доступ к нашему здоровому населению, оградить здоровых от больных. Мы вплотную приблизились к формированию медико-технического задания для строительства диспансера принципиально нового типа. И все это, мне кажется, дает основание для серьезного оптимизма, и не только для того, чтобы подвести некие итоги, а для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. И мне кажется, для того, чтобы мы эти задачи успешно решали, нам не хватает социального оптимизма. Поэтому я с надеждой смотрю сегодняшнюю аудиторию и хочу апеллировать к статье, которая выйдет сегодня в «Московских новостях», которая называется «Закрытая форма болезни», где один из ваших коллег пишет о том, что главные фтизиатры Министерства здравоохранения скрывают данные о заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации, что этой цифры не знает в стране никто, что сегодня фтизиатры, это такой отряд, в общем, бестолковых людей, которые не очень, в общем, непонятно за что получают заработную плату. Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 240 237 больных активным туберкулезом. В прошлом году их было 253 555 человек. Я бы хотел сказать, что публикации, которые периодически появляются в прессе, кроме социального пессимизма, ничего не сеют. И меня это удивляет, потому что у нас сегодня действительно очень много поводов для оптимизма. Мы консолидированы. Министерство с года в год увеличивает финансирование по приобретению лекарственных препаратов, по модернизации, скажем, диагностического оборудования, по строительству новых диспансеров, модернизации институтов. Мы действительно имеем ситуацию уникальную для всего мира. И когда мы едем на конференцию Всемирного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких, наша делегация выглядит одной из самых убедительных. 2 мая мы ожидаем к нам визит Нила Сабило, исполнительного директора Международного союза борьбы с туберкулезом, которые вышли с инициативой провести очередной съезд этого уважаемого общества на территории Российской Федерации. Это не является лучшим доказательством того, что сегодня мы действительно на правильном пути. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что мы сохраняем диалог с многочисленными общественными организациями, которые помогают нам в этой работе. С нашим офисом Всемирной организации здравоохранения. 21 декабря в Петербурге, мне кажется, мы провели очень плодотворную встречу, на которой мы сверили часы, для того, чтобы мы говорили на одном языке, и, мне кажется, с этого времени тоже немало продвинулись. Поэтому я надеюсь, что еще и будут вопросы, но, поверьте, мы открыты для общества, и мы сегодня имеем все основания для оптимизма. Всемирная организация здравоохранения работает в очень тесном контакте с государствами-членами ВОЗ. Мы разработали активный план по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в Европе. И ваша страна также будет участвовать в его осуществлении. Конечно, план действий будет всего лишь оставаться подобным планом действий, если он будет только на бумаге. Самая главная задача, которая перед нами стоит, и это повседневная задача, начать осуществлять этот план на практике, с тем, чтобы он оказал помощь нашим пациентам. Конечно, эта проблема в России очень важна. Россия очень большая страна.
Но хочу сказать, что за последнее время в области борьбы с туберкулезом было сделано много достижений. И об этом как раз говорили мои коллеги и представитель Министерства здравоохранения перед тем, как я взял слово. Конечно, несмотря на размер страны, прежде всего мы уделяем внимание особому контингенту населения. Это прежде всего бедные слои, маргинализованные слои населения. Это лица, которые в том числе имеют пристрастие к алкоголю. Помимо этого, ведь эти люди сталкиваются и с немедицинскими аспектами заболевания. Поэтому наша задача в том числе заключается в том, чтобы использовать и улучшать социальные, экономические аспекты их проживания. Да, мы уже сделали очень многое в этом направлении. Еще очень многое предстоит сделать. Что касается достижений здесь, в России, то в том числе следует отметить и определенную роль доноров. Прежде всего, конечно, где бы ни работала ВОС, каждый год, когда мы проводим какие-либо мероприятия, мы понимаем, что они возможны только лишь благодаря нашей поддержке со стороны доноров. Хочу поблагодарить и правительство Соединенных Штатов, и правительство Российской Федерации за оказанную нам поддержку. За последние 3 года Российская Федерация тоже стала такой страной-донором. И хочу сказать, что роль России в качестве страны-донора становится все более и более значимой. Россия уже выделяет большие средства не только для борьбы с туберкулезом, для международных организаций, но также выделяет значительные средства и Всемирной организации здравоохранения для подобных целей, а также для нашего офиса. И хочу сказать, что сейчас мы имеем возможность, благодаря тому фактору, что Российская Федерация стала донором, проводить в том числе и субрегиональные мероприятия, когда эти средства используются не только в Российской Федерации, но и в соседних странах. Вот почему я связываю эти понятия донорства и достижения воедино. Хочу также сказать, что Всемирная организация здравоохранения очень благодарна Министерству здравоохранения Российской Федерации за ту поддержку, которую она нам оказывает. Туберкулез – реальная серьезная инфекционная угроза. Около трети населения земного шара заражается возбудителем туберкулеза бациллой Коха. Развернутое заболевание развивается не у многих, однако каждый заболевший предположительно заражает 10-15 человек в год. Человечество проделало значительный путь в борьбе с туберкулезом и не замедляет работу в этом направлении. Год за годом мы наблюдаем за появлением новых диагностических методов, развитием перспективных направлений в лечении и уходе за больными, внедрением целого ряда сильнодействующих лекарственных препаратов. Делается немало. Мы видим, как значительно укрепилась противотуберкулезная служба в стране. Расширилась материальная база лечебно-профилактических учреждений, решаются вопросы производства и оптимизации снабжения противотуберкулезными препаратами. Однако путь к полному искоренению заболевания не близок. Мы становимся свидетелями приспособления возбудителя туберкулеза к меняющимся условиям и лекарственным препаратам, что снижает успех лечения. Сочетание туберкулеза с иммунодефицитным состояниями ВИЧ-инфекций часто является причинами смертельного исхода. Туберкулез бросает новые и новые вызовы, и мы готовы их принять. В подавляющем большинстве случаев современная наука дает возможность выявить и излечить заболевание до конца. А это значит, что туберкулез можно искоренить, и это должны сделать мы, наше поколение. Всем известно, что туберкулез имеет социальные корни. Мигрирующее население, люди с неурегулированным статусом, подчас становятся более уязвимы в отношении туберкулеза в силу низких материальных возможностей и сложных условий жизни. Охват этой группы санитарно-просветительской, диагностической и лечебной работой иногда проблематичен.
Однако исключение мигрантов из нашего поля зрения будет негативно влиять как на здоровье самих мигрантов, так и коренного населения страны. Международная организация по миграции приветствует усилия государственных институтов, международных и неправительственных организаций по включению мобильного населения при планировании и проведении противотуберкулезной работы и благодарит всех, кто не остается равнодушен к нуждам мигрантов. У нас на сегодняшний день развертываются фельдшерско-акушерские пункты, у нас развертываются дополнительно врачебные амбулатории, офисы врача общей практики. Мы все это приводим к нормативам, все это просчитано и доведено до субъекта. Субъект, защищая свои программы, отчитывается нам как раз вот по этим структурам. И вот эти структуры, которые я назвала, как раз и будут служить промежуточным звеном между тем специализированным учреждением под названием диспансер и непосредственно больным, который будет следить за лечением, который будет обеспечивать прием, вернее, следить за приемом препарата, лекарственного препарата больным. Таким образом, не надо никуда больному ездить. Он получил лечение, он получил назначение. И следить за этим будет вот то звено, первичное звено здравоохранения, на которое возложены эти функции, закреплены порядком, закреплены нормативными актами Министерства здравоохранения. Что касается взаимодействия с учреждениями ФСИН, то здесь у нас преемственность, естественно, налажена. Но вот отслеживать вот это вот контролируемое слежение, здесь у нас несколько прохрамывает. Поэтому действительно мы буквально на следующей неделе встречаемся и вырабатываем позицию по контролю за этими больными. Кроме того, все больные, которые регистрируются в учреждениях ФСИН, они, естественно, вот в этом федеральном отчете, который на сегодняшний день является единственным достоверным источником информации. Поэтому говорить о том, что закрытая информация, говорить о том, что мы что-то не знаем, что-то не досчитываемся, ничего подобного. У нас все есть, о каждом больном у нас полная информация. Естественно, она деперсонифицирована, но тем не менее мы знаем обо всех больных, те, которые наблюдаются в органах ФСИН, те, которые наблюдаются у нас, трудовые мигранты, иностранцы, бомжи. То есть у нас вся информация корреспондируется вот в таких формах федерального статистического наблюдения, и она анализируется и принимаются управленческие решения.